Всем привет! Новые находочки на металлоломе. Замок с ключом. С двумя крючками. А ну-ка попробуем открыть, закрыть. О, поворачивается ключ. Наверное, машины поздавали на разборку. Ну, наверное, новый. Ну да, ключ он вообще не работавший. Девяточный, десяточный. Новый замочек. Ха. Ладно, прикольно, заберу, кому пригодится. Может, на продажу даже. Сделано в России написано. Преобразователь 24 в 12 вольт. Ха. Можно проверить, подключить ее к аккумулятору. О, что 3 провода входит. Непонятно, как оно там подключалось. А вот еще один замочек. Правда, без ключей. О, с подсветкой. Это десяточный. Но со скобой, с прижимной. Срывные болты, вон они закручиваются в одну сторону, обламываются и больше не откручиваются. Разогнутая скоба. Можно скобу открутить, ну там на базе, да, как-то. И сделать один целый замок. Ну, как бы отсюда скобу переставить на этот, а этот с ключами. И будет один новый замок. Да, так и сделаем. Что это такое? Открутка какая-то. О, не знаю. Сделано в СССР. Номер БПП 40 ОС, что-то там, короче. Сейчас воспользуюсь поисковой системой интернета. Интересно. Короче, пусковое приспособление. Сюда вставляется какая-то запаянная колба с топливом. Она прокалывается, ну, видимо, вот этой крутилкой. Вот этой штукой, это насосик, нагнетается воздух. И смесь воздуха и топлива поступает в коллектор впускной двигателя для облегченного запуска. Ну, типа обогатитель, предпусковой обогатитель. Не знаю, зачем он такой. Такая конструкция. Ну, кто знает, напишите в комментариях. О, смотрите, какая штука, звонок. Не знаю, какой-то или школьный, или пожарный. Короче, у него он тяжка снаружи, он, и она стучит по алюминиевой чашке. Он долбит нормально, даже отверстие продолбило. Вон. Снизу его трясет, вот тут бум-бум-бум. ЗПТ-12 какой-то. Сейчас проверим в интернете, на сколько вольт. Наверное, до 12. А вот еще один звоночек. Маленький вообще. Тоже, наверное, какой-то 12. О, какой вообще интересный. Можно у квартиры установить. Смотрите, какая звенелка. О, как интересно звенит. Прикольно. Можно звонок себе на работу поставить, на базу точно. Да, заберу, на базу поставлю. Через адаптер 12 вольт. Да, я думаю, это тоже 12. Хотя это переменный вроде бы. Может 220. Ладно, тут 12 вольтовый сейчас проверим. В общем, рабочий звоночек. Смотрите, как работает. Как телефон. 12 вольтовый звонок. Как телефон звенит. Ну, что, собрать можно. Там, наверное, маленький электромоторчик стоит. Ну, потому как я не знаю, как он по-другому вибрирует от 12 вольт. Мусорная корзина. Старинная. Раньше такие были, не знаю, в школах, наверное. Так, а ну-ка. Может, они мусорные. 20.08.1990 год выпуска. Тираж 5000 штук. Идеальный сохран. Что на белое по низу? Это, может, для цветов? Точно, это для цветов, наверное, а не мусорные. Смотрел в интернете и тут же попал на сайт Виолити. Ну, Виолити там всякий антиквар продают. Оказывается, она коллекционная, раритетная антикварная корзина. Еще и с этикеткой. В общем, возьму тоже на Виолити, выставлю. Ну, или вы хотите, купите. Подписчики мои первые узнают о моих находках. Возьму. Древняя, да, и больше 30 лет.
Да, или больше. Да, больше. Не, ну 90-й год. 33 года, 34. О, крышечка. С печки, с котла, наверное. Не знаю, как ее использовать. Как поддувало, наверное. Целая, с петлей, да? Не, петли нет. Ладно, вот еще насосик. А ну-ка посмотрим, рабочий или нет. Какой-то шланг укручивается под две ноги, современный. Ну посмотрим. Так. Опа. Опа. Вот такая вот качалка. А ну. О, а что это? Он там заржавел внутри. Да, современные насосы уже не те. Шток тоненький. Внутри клинит. Заржавел что-то там непонятно. Сам он вес как пушинка из тонкого-тонкого металла. Ну и уже он на металлоломе. Я даже ремонтировать его не буду, там просто нечего. О, труба от мопеда Альфа, кстати. Почти с целым коленом. Вот, пару вмятинок небольших есть, но у меня сильнее замято. Ну а с этой стороны детки уже попортили трубу, вырубили внутренности. Рычалка альфовская, в общем. Можно только колено отрезать и куда-то применить. Еще один утюг старинный. Маленький такой, а ну посмотрим. Внутри сеточки нет, но он целый. Можно забрать. Шкивок, а ну-ка посмотрим. Ух ты, он вообще в идеале. Это, наверное, выпрессовывали, болты крутили. Шпоночный паз не разбитый. Классный шкив, надо забрать. Смотрите, какой раритет нашел. Выхлопная труба. Интересно, от какой это машины. Вот это да. Или мотоцикл. Кто знает от чего. Здесь вход такой довольно большой. Может его реставрировать. Интересно. Никогда такого не видел. От какой машины, кто знает. Колесо от мопеда в хорошем состоянии. Подшипников почему-то нет. Но сейчас мы его достанем. А ну-ка. Не знаю от какого мопеда или мотоцикла, но диск отличный, не гнутый. Какие-то запасы чьи-то были. Хром почти целый. Да, отличный диск. Он одной спицы не хватает. Не знаю, от Карпат или Рига. Это, наверное, Рига. А, точно, Риговская. Похоже, да. Дверка для печки целая. Металлопромыслосоюз, Днепропетровск. Артель имени кого-то там. Техата Евича, да? Не знаю. Хатаевича какого-то. Тараса Хатаевича. Не знаю. Артель имени Тараса Хатаевича. Сейчас узнаю в интернете, кто такой Тарас Хатаевич. О, внутри он еще дополнительный отражатель. Нашел на Виолите такую дверку, продали там, как раритет. За 350 гривен. Ну, то есть не сильно она дорогая такая. Еще с отбитым углом и тем более. Хотя угол можно и наварить, доделать. Но оно мне не нужно. Тем более за 350 гривен. О, пацаны отложили игрушки старинные. Пистолетик железный. Сейчас Алиске отдам. И автоматик вот советский, СССРовский игрушка. А ну-ка заводится или нет. Что-то заводной механизм не работает. Надо, наверное, разобрать, смазать его, покрасить, Алиске отдать игрушка. А вот классная находочка. Интертул. Интертул УА. Покупайте Интертул. Крутая газовая горелка. Интертул. Во. Интертул. Берите Интертул. Вот он. Немножко расплавился. Ну ладно. О, смотрите, магнитофон еще. Прикольный.
Блаупункт. Вот кружочек по камню с алмазными резцами в отличном состоянии. О, детская машинка швейная. В полном комплекте. У меня там целый ящик их. А, не, вот иголки нету. Ну, такое. Тормозной суппорт с диском. Даже тормозные колодки новые. Так, сейчас разберу его. Хорошо с собой инструмент есть. Вот там электрогайковерт. Кто там топит за электро, вот видите, за пневмо. Купи пневмо, купи пневмо. Вот она на улице под дождем на металлоломе. Какое пневмо? Где его взять? Вот топтульчик мой любимый. Гайковерт этот, головки. Так, вот они ударные. Так, под дождем. И вот интертульчик. Интертульчик очень привередливый. Его под дождем открывать нельзя, ржавеет мгновенно. Вон оно все. Откручиваем. Вот, на улице без компрессора. Опа. И все, гаечку я заберу. А это обратно на металлолом. Вот, смотрите, рассвалилась этот датчик скорости. Может, машина в аварию попала из-за этого. Это гребенка на датчик, на АБС, короче. АБС у машины не работал. Впервые вижу, разорвала кольцо, и, видимо, давно. И так она и ездила. Ржавчина, видимо, разорвала. Здесь у меня союз, короче. Топтул, Интертул и Деволт. Все дружно работают на благо Упындаря. Есть. Второй. Все, вот здесь придется ключом придерживать Интертул. Нам в этом поможет. Так, опа. Не поможет. Короче, нету размера такого, ладно. Рожковых просил я в Интертул, а так мне не дали. Ладно, будем. Все, есть. Открутил стойку. Есть. Этот Деволт, как всегда, справляется с любой задачей. Опа. Опа. Все. Все, это обратно на металлолом, на поворотный кулак в сборе с этим. Ну, можно диск, конечно, еще открутить. Очистил номера, ну, уже в мастерской. Вот я забрал это все. Подчистил. Оказывается, это поворотный кулак с тормозным диском. Ну и тормозной суппорт Renault Megane, Renault Scenic. Вот, с новыми тормозными колодочками. Абсолютно новые. Найти бы еще второй такой было. Ну, короче, в продаже, кому нужно. Или в таком состоянии в продаже, или будет реставрация и продажа. Ух ты, какие бачки классные. Расширительные. У них можно грушу заменить. И все. Будут еще работать. Если не поржавели, конечно. Это там же резина внутри. У них рабочая поверхность резина. Даже если металл проржавел, то это все равно не имеет значения. Ну, пока резина целая, конечно. Резиновая груша рабочая. Ну если проржавел, давление держать не будет, да, спускать будет. Ну то не проблема. Чуть-чуть подпаять, подварить можно. Ладно, заберу. Телескопическая палка. Палка-протиралка. Ну-ка. О, раздвижная. Как раз у меня просили палочку для закрывания жалюзи. Вот она и подойдет. Ну, крючок здесь нужно прицепить и дотягиваться до жалюзи. Точно. Коленвальчик, наверное, от мотоцикла Минск. Ну да, очень на него похож. Шатун не крутится, он вылезла. Молотком разбирали. Центр этот вылез. Это резьба он прибитая.
Ну, в принципе, резьбу можно перерезать. Сепаратор вроде целый. Вон там ролики. О. Сепаратор. Коленвал Минск. Ржавый. Ну, можно восстановить. Самодел умеет восстанавливать. Можно ему отправить. Сейчас посмотрим. Старинные камеры видеонаблюдения. С инфракрасной подсветкой. С выходом на обычный провод телевизорный. О, это вообще джойстик, левый, право. Это зачем такое вообще? Так, в виде обманок можно нацепить их. Типа камера. 12 вольт, 2,8, 12 миллиметров. Так. Ну, такое. В виде обманок нацепить. Вас снимают. Так. О, целый замок. А ну-ка. Кнопки нажимаются. Пружинки целые. Я недавно находил, там пружинки были нерабочие. Но я думаю, с двух один соберу. Почищу, будет ресторейшн замка. Дужку подберем. Да, он рабочий. Кнопочки, код подберем, перечистим, и будет замочек на шару. Вот электромоторчики для самоделок. Вот с магнитофоном можно выкрутить. И вот патефон был какой-то 6-вольтовый мотор. Написано 6 вольт, 50 герц, 375 оборотов в минуту. Как это 50 герц? 6 вольт, я ничего не понял. Странно. Не буду. Это не постоянного тока. 4 провода в него входят. Короче. А, вот диод. Наверное, напрямую с 220 приходила, но на 6 вольт просаживала. Короче, такое брать не буду. Звездочки для самоделок. И тут же цепочки. И еще одна звезда. О, какая маленькая вообще для какой-то самоделки. Не знаю даже от какой машины. Ну, очень редкие штуки. И шкив. Вот тоже стоит забрать. Под шпоночку. Немножко разбитое посадочное место под шпонку. Но это не проблема. Его можно перенарезать. В общем, вот такие находочки были на этой неделе. Вот самое интересное — это замочек. Он, кстати, уже открытый. Я его открыл. Продаю кому нужно. Смотрите, как сделан. Кто-то заморочился. Попропиливал. А здесь вон внутри видны поворотные такие эксцентрики. Ну, типа крутишь, хоп, и поворачиваешь. Можно его легко сейчас код посмотреть. Ну, заглянувши просто тупо внутрь. И все. Крутишь. Ну, это, я не знаю, для коллекционеров каких-то. Кто коллекционирует всякие замочки. Кто хочет купить, я ссылку на свои лоты, которые в продаже металлоломчик. Вот этот вот, короче, оставлю под видео в описании. Там, ну, первый закрепленный комментарий. Можете жмякать. Попадете, посмотрите. Замочек сейчас тоже туда его загружу. Там недорого. Ну, видите, с цельного куска алюминия выпилен, сделан. Ну, как, не знаю. Для коллекционеров, я думаю, классная штука. Долго ждали, меня спрашивали, где же проекты. Проект, хотим проект на главный канал. Вот вам проект на главный канал. Я на главный канал делаю полезные вещи, которыми пользуюсь сам. Вот, и у меня сейчас вот эта ракета, вот эта, она тоже с металлолома. Это находка с металлолома. 2 года она у меня провалялась. Вот, до нее дошло дело. Там на главном канале будет беззвучное видео, ну, как бы без комментариев. Ну, так лучше для того канала. Короче, там я комментировать не буду, но вот вам расскажу. Это был фильтр дизельный. Его как использовали как дизель. Это слив. Вот здесь все подписано. Дизельный фильтр. Он внутри такое. Здесь картридж еще внутри. Ну, зайдете на основной канал, на второй канал и посмотрите, какой там. Я там все подробно показал, какой он был. Даже заземление. Ну, промышленный фильтр для топлива. Ножки так классно сделано. Вот, написано фильтр-сепаратор. Здесь порошковая краска. Ее так просто не чистить. Ее даже пескоструй не берет. Но он берет, но целый день придется чистить. Я ее обжигаю вот газовой горелкой. Обычный кислородный резак. Я им обжигаю
эту краску, и она нормально потом пескоструем очищается. Ну, вот так, это на том канале я уже это говорить не буду, но вы сами все посмотрите. Короче, смотрите. В этом сейчас будет окошко вот в конце этого видео, вот здесь вот будет справа, вот в правой части вот здесь вот нажмете, тыкнете там, короче, окошко и перейдете на вот это видео. Я как раз его публикую сразу после того, как вы это видео досматриваете, я сразу на канале, на основном, на втором канале публикую видео с вот этой вот самоделкой. Тыкаете в это окошко и переходите, можете посмотреть. Ну и ссылочка в первом закрепленном комментарии тоже будет на этот проектик. Ну, короче, кому интересно, перейдите, посмотрите. Ладно, на этом все. Всем пока. Ну, а я буду обжигать краску.